Добрый день, друзья! Я всех приветствую на своем канале Диорамы из пенопласта. Сегодня я покажу, как можно сделать влажную палитру для акриловых красок. И в качестве примера буду с помощью этой палитры расписывать одну из своих фигурок в течение дня. И как обычно бывает, оказывается, это было все придумано еще до меня. А я уж думал, что это я весь такой зумасшитый. Но, к сожалению, это не так. Мне жаль потраченного времени, и если вы уже находитесь на канале, вы можете посмотреть, как можно сделать влажную палитру для росписи пластиковых миниатюр и моделей. А я начну. Итак, мне потребуется пластиковый бокс, или другая емкость. Синтетическая замша, или псевдозамша. Она продается прямо в тубусе, в хозяйственном или автомобильном магазине. Она предназначена для протирки автомобиля после мойки. Несколько белых салфеток и калька. Я брал кальку для гуаши. Отмеряю нужное количество искусственной замши и вырезаю по размеру емкости. Я укладываю 3 слоя. Материал имеет свойство очень хорошо впитывать воду и долго держит ее. После пропитки водой замша становится похожа на прорезиненный коврик. Укладываю 3 слоя материи на дно коробки и хорошенько заливаю ее водой. И когда материя хорошо пропиталась, сверху закрываю ее белыми бумажными салфетками. Можно взять белые бумажные полотенца. Так как материал в основном желтый, это сделано лишь для того, чтобы закрыть цвет самой материи. Для удобства смешивания красок и получения их реального цвета. Кому это не столь важно, но в принципе как мне, художник из меня никакой, тогда можно переходить сразу к кальке. Укладываю вырезанную кальку по размеру бокса поверх салфеток. Жду, пока она немного пропитается, и сливаю лишнюю воду. В принципе, влажная палитра своими руками готова. Теперь приступлю к эксперименту. Мне пришла вот такая моделька с AliExpress от производителя Юфан модель. Данный экземпляр похож на бойца из игры Fallout Братство Стали. Над ним я и буду экспериментировать. У фигурки хорошая детализация. Обрежу литники, зачищу и приготовлю к покраске. И начну, пожалуй, с черной матовой краски. Она будет у меня в качестве грунта. Так как аэрограф у меня слабенький, компрессор электрический прямого действия. То есть это маленький насос. Поэтому я буду красить кисточкой. Краска легла хорошо. И таким образом я покрашу все части моего солдатика. И пока они будут высыхать, сразу добавлю все цвета краски, которые я буду использовать при покраске моего воина. Оставлю палитру с добавленной краской на некоторое время, пока краска на солдатике высыхает. Через 2 часа, как мы видим, краска еще жидкая. И это замечательно. Ну что ж, тогда продолжим. Все части покрашены, и я потихоньку буду склеивать моего героя. Дополнительно прорисую все мелкие части, где нужно наложу тени или высветлю. И вот воин света готов, он покрашен и склеен. Но ведь ролик не о покраске моего боевого товарища. Моя влажная палитра сегодня работала целый день, а если быть точнее, 6 часов. И краска до сих пор еще жидкая. Это с перерывами на отдых и обед. Ну что ж, в таком случае оставлю ее на ночь. А утром посмотрим. Ну и как мы видим, по прошествии ночи, а точнее 8 часов, краска еще жидкая. Некоторые говорят, что для того, чтобы она лучше сохранилась, палитру нужно отправлять в холодильник. Но об этом я узнал позже. Может быть, действительно краска дольше бы осталась жидкой. Но я особо не заморачивался и оставил ее просто на столе. Там, где был тонкий слой, краска подсохла. Но в основном все работает.
Блаженны неведающие. Увидев в продаже на AliExpress влажную палитру, я решил ее сделать сам. Но, как я сказал, она уже была сделана до меня, причем неоднократно и в нескольких модификациях. Ну что ж, я рад, что у нас мысли сходятся. Это замечательно. Палитра полностью работает, и краска в ней остается очень долго жидкой. Буду рад, если кому-то понравилось. Удачи нам всем. Пока.